Что испытал и пережил персонал Чернобыльской атомной электростанции, работавший не только в ночь аварии, но и в последующие дни после 26 апреля, как оперативники, ремонтники, ЭТР и служащие выполняли свой профессиональный долг в запредельных уровнях радиации, трудно представить даже коллегам-атомщикам, не говоря уже о простых гражданах. Но восстановить ход событий можно. Наш фильм основан на записях оперативных журналов, на станционных приказах и распоряжениях, на материалах следствия, на послеаварийных исследованиях и воспоминаниях участников тех событий. Из сообщения оперативной группы КГБ УССР. Уровень радиации в городе Припять 200 микрорентген в час. На территории города Чернобыля до 70 микрорентген в час. В целях дальнейшей локализации источников радиации 30 апреля на очаг аварии сброшено более 1000 тонн смеси песка, бора и свинца. Поверхность очага в основном закрыта. Вместе с тем продолжается выделение дыма. В цехах и помещениях блока номер 1, 2 и 3 вахтовыми бригадами из числа персонала АЭС и резервистов химвойск ведутся работы по дезактивации. Оперативно-следственной группой опрошены и проведены допросы 48 человек, изъяты часть эксплуатационной документации, а также магнитофонные записи переговоров оперативного персонала. Проводится их расшифровка и отфильтровка данных, касающихся работы 4-го энергоблока. 30 апреля ЧАЭС фактически остается без руководителей. Когда люди занимаются своим делом, и это никому не надо на эти вещи отрываться, знаете, вот даже в Чернобыле сидят все эти штабы, им не надо думать о том, что там на станции. Там люди свое дело знают. И штаб должен только одно, он только должен на запросы отвечать, помогать. Да, дайте нам то-то, там, привезите то-то, там, достаньте срочно это, то-то. Все. Так и шла работа. С директором, главным инженером и другими еще не эвакуированными по здоровью оперативниками 5-й смены работают следственные органы. Большая часть заместителей главного инженера и начальники цехов были направлены в лечебные учреждения из-за переоблучения. По 2 мая я отработал с 26-го. Потом начались изменения в крови, и меня вывели. Вообще начальников смен химцеха вывели, чтобы они остались способны дальше работать, когда нужно будет действительно их знания, их опыт. Конечно, когда есть объект, в который все боятся войти, и боятся не с точки зрения ДОС, там, для здоровья, и такие были, но потому что не понимают. Ну реально, ну как можно понять атомную станцию, там генерал, там десантник или генерал, даже инженер, химики и так далее. Ну, наиболее грамотные, с кем я сталкивался, все-таки были инженеры военные, и генерал Пикалов, и вся его команда химвойск. Это вообще уникальные ребята по интеллекту, по знанию. Это, ну, это элита мозговая, скажем так. Но они же этот объект не знают. Я просто вспоминаю впечатление Вареникова, генерала, с которым он прилетел, когда мы с ним ходили. То есть он смотрит на это все переплетения труб и все прочее. Я не все приводил там. Там же слова не только литературный язык. Я говорю, и вы это вот это все, понимаете? 29 апреля был подписан приказ о назначении нового директора Чернобыльской атомной электростанции. Им стал заместитель начальника ВПО «Союзатомэнерго» Эрик Николаевич Поздышев. Однако еще до 11 мая немногочисленные приказы и распоряжения подписывает Виктор Петрович Брюханов. С приездом Поздышева на станции начинается новый этап – подготовка неповрежденных энергоблоков к пуску. Все необходимое вспомогательное оборудование 1-го и 2-го энергоблока поддерживается в состоянии готовности к работе. Но системы вентиляции до монтажа дополнительной установки по очистке приточного воздуха и проведения работ по дезактивации воздуховодов и вентиляционного оборудования находятся в отключенном состоянии. Хоть он и остановлен был в штатном режиме, но тем не менее работали системы вентиляции, которые
набрали всего этого до такой степени. Выполнялась дезактивация воздуховодов, замена фильтрующих элементов и так далее, и так далее. Да, было очень жутко. Во-первых, не работала ни приточка, ни вытяжка. Да, все было закрыто металлом, абсолютно. Все, у нас не было окон, то есть все было закрыто. На отбор мы шли, в коридоре люди лежали, то есть партизаны их называли. Они, поработавшие на 3-м блоке, то есть потому что вот это ходить, приходить, видимо, было все это очень сложно и тяжело. Вот, и они вот там ложились, все спали и снова шли на работу. И вот через них перешагивая, мы шли на пробоотбор. Вот так, да, было. И мы лепесток не снимали даже когда сидели в лаборатории. Это гораздо позже нам все это разрешили, когда все эти системы заработали вентиляционные. А так мы сидели вот в респираторах, да. Система пожаротушения поддерживается в состоянии готовности к работе в автоматическом режиме. Система дозиметрического контроля 1-го и 2-го энергоблоков была включена в работу в полном объеме. Электрические схемы собственных нужд обеспечивали нормальное электропитание с готовностью принять нагрузку любых механизмов, задействованных в режиме ожидания до пуска. Системы машинного зала поддерживались в законсервированном состоянии. Важные восстановительные работы проводились на очистных сооружениях. Для организации дезактивации мобилизировали дополнительный персонал, который еще имелся в распоряжении. Работники химического цеха продолжают упорную работу по откачке воды с минусовых отметок. Когда откачали воду? В 87 году. Да вы что? Да. Она ж постоянно лилась туда. Ее невозможно было откачать. Вот уже, когда УЗ-605 начала работы делать, они перегораживали в том числе здоровенной такой стеной 3-4 блок. Они вынуждены были, они работали на минусах. И вот в этот период уже окончательно эта вода была убрана. То есть все это время, пока пускали блоки. То есть этот гном... Проблема откачки воды, она у химцеха была все это время. И окончательно она была решена только в период допуска 3-го блока в 1987 году. Там была проведена реконструкция на ВСРО, насосное оборудование новое поставлено, и тогда там можно, скажем, было уже пройти. А так долго с ней боролись. Работники химцеха обслуживали конкретно... В том числе и этот вопрос решали, да, все время. Поэтому я говорю, эти гномы мне до сих пор снятся. Особенно гном 100. Про гном 40 я уже не говорю. А сколько как головная боль. Сколько их там было всего, этих гномов? Много? Сколько мы их поменяли? Да. Без счета. Они очень какие-то ненадежные. Очень ненадежные. И приходилось их таскать, да. А сколько насколько их хватало, чтобы понять не было? Ну вот поставили, включили. Ну, я думаю, больше недели они не работали. Ну, вот такое оборудование было. А он же не маленький. Да, а гном 100, он около 100 килограмм, по-моему, весит. Это вы сами его на руках тащили вниз? Да, все на руках делали. Ну, ничего, мы же были молодые, здоровые. Тогда уже, надо сказать, что 30 числа, значит, начальники смен, то есть они стали более жестко принимать заявки, потому что в первые дни, в общем-то, по пустякам многие получили дозы. Поэтому начальник фильтровал заявки, то есть мы сходили на 2 заявки, в центральный зал 1-го блока сходили. То есть там, несмотря на то, что это закрытое помещение, то есть горела вся радиационная сигнализация, то есть даже вот этот блок А, прострелы были. Значит, ну и один раз Филатов сбегал в маршзал, потому что маршзал уже был залит водой, поэтому там уровни были очень высокие. Поэтому он сказал, я сам сбегаю, то есть собрал схему. Ну, все, в общем-то, и вся наша была работа в этот день. Значит, сидели на смене, каждый час меняли лепестки. То есть, несмотря на то, что вентиляция уже была выключена, то есть первые дни после аварии, то есть вовремя ее не отключили, поэтому во всю вентиляцию было
довольно много занесено грязи, поэтому вот все оттуда. Поэтому вентиляция уже была заклеена, кроме того, что отключена, заклеена. Тем не менее, там каждый час сидели, меняли лепесток, потому что посидел, пришел к дозиметру, то есть он уже светится. Состояние реакторных установок и оборудования энергоблоков контролировал оперативный персонал. Благодаря тому, что системы и оборудование энергоблоков поддерживались в работоспособном состоянии, первый и второй блок ввели в эксплуатацию в конце года в короткий срок. В целом, на мой взгляд, поскольку количество смен или количество людей в сменах было резко сокращено после остановки блока, то эти люди, которые там остались, это уже наиболее устойчивые люди, которых мы говорим, что это тот самый персонал, который фактически удержал станцию в нормальном состоянии. 30 апреля приказом Минэнерго персонал Чернобыльской АЭС был переведен на вахтовый метод работы. Оперативники работали по 12 часов в смену, эксплуатационный персонал и все остальные, работавшие в 30-километровой зоне, работали по 10 часов. Я работал с 7 утра до 7 вечера, поскольку я не есть оперативный персонал. Мои функции, это моя первая, если ее можно так назвать, вахта, длилась на протяжении 24 смен по 12 часов ежедневно. Ну, не было людей. Основное наше занятие тогда было это первое сопровождение специалистов химвойск для выполнения дезактивации помещений и оборудования турбинного цеха. Первое, к чему мы приступили, это дезактивация оборудования первого блока. Ну, как вам хорошо известно, что турбинный цех, это на тот момент, это от 1 до 68 оси, это 400 метров площадь, не площадь, а 400 метров протяженность машинного зала, 8 турбин, обрушение кровли на 7-й турбине, и все это гуляло по машинному залу, все зависело от порыва ветра. Сегодня мы моем, завтра результаты или те же, или еще хуже. Вот эти вот 15 дней, мы не все работали 15 дней, а тоже существовал внутренний какой-то график в эти 15 дней. И жили мы на Зеленом мысу. Да, работали по 12 часов, если я не ошибаюсь. Вот как-то у нас там были вот скомпонованы смены внутри, я уже, правда, так смутно помню, но помню, потому что когда мы выходили на свежий воздух, у нас даже вот голова кружилась. То есть, потому что, то есть, сразу такой объем воздуха, ну вот это было так. Пристань была, мы приехали сюда ракетой, а уже от ракеты ходил сюда автобус. И мы приехали туда, через АБК-2 нас привезли. А здесь же все было, развал был, все, еще ж ничего не было, ни саркофага, это уже в декабре месяце сделали, ноябрь-декабрь месяц. И вот это, где случилась авария на 4-м блоке, все было вот так вот, ну, взрыв той был, все это падало там, и так вот это такое впечатление. Нас высадили на БК-2 и сказали, идите вот тут по территории, там находится отдел кадров был же также внизу здесь, и вы командировочные сдадите, там вам определят, сразу дадут направление на общежитие или в Зеленый мыс, ну, Зеленый мыс или в Чернобыль, вот. И вы, значит, будете жить там. Продолжительность вахты для оперативного персонала составляла 5 дней и 7 выходных. Для всех остальных сотрудников продолжительность вахты и отдыха была по 13 дней. 29 апреля, когда мы отработали смену, и нас с Припяти, тех, кто остались, всех вывезли автобусами, организованно, где-то порядка 4-5 автобусов было, тех, кто еще работал, кто был нужен, и нас всех вывезли. Значит, пионерлагерь сказочный, так сказать. Там, конечно, первоначально, что меня, всех, наверное, так немножко шокировало в то время. Это, ну, то есть у входа в пионерлагерь стоит досконтроль, меряют, раздевайся. Нас в пионерский лагерь повезли. Там, да, или последнюю ночь, там, или после. Помню, что мы в этот пионерский лагерь пришли, ну, такой, как бы, немножко был
интересный момент. Там как бы уже дозиметристы развернули на КПП, там, или как это назвать, там, пропускную, да. И вся одежда, которая на нас была, она оказалась там достаточно грязной. Помню, что вся смена шла в трусах. Как кормили? Кормили очень хорошо. Кормили очень хорошо. Это же пионерская столовая прекрасно работала. Персонал Орса готовили еду. Все это ни талоны, никому ничего не надо было. Кто столько хотел, столько съедал. Поскольку жарко, есть особо не хотелось, но все четко понимали, что есть надо, поскольку потеря энергии колоссальная. Просто колоссальная потеря энергии, обезвоживание. Минеральная вода стояла просто ящиками по дорогам, в корпусах стояла минеральная вода. Тогда я впервые попробовал воду Боржоми, о которой все так долго говорили. После 12 или 10-часовой работы в тяжелых радиационных условиях отдыхать приезжали в пионер-лагерь «Сказочный». В пионер-лагере, рассчитанном на 640 мест, 30 апреля пришлось разместить 1200 взрослых людей. Из них 940 станционников, остальные работники 126-й медико-санитарной части, Орса, охраны, командированные на ЧС специалисты и работники вспомогательных служб. Приехали мы в Сказочный уже 3:30 утра. Тут 30 километров езды, но 1:30 только выезжали отсюда. Пока все не собрались, начальник смены команды не давал. Мы уехали в Сказочный, вот приехали туда, в Сказочном жить где? Вроде бы пионерлагерь большой, дозиметристы, отдайте кассету. Отдали кассеты, все, записали фамилию, там посмотрели. Там киды давали военные нам уже потом. Одежда грязная, снимайте одежду. Наша одежда-то своя, жалко. Джинсы тогда 100 рублей стояли, а попробуйте их купить. Как повесить, отдать джинсы? Короче, идите, сняли джинсы, забрали мы. Он повесь, говорит, завтра придет, заберешь. Я 4 часа темно, лес вокруг. Но я повесил на сучок сосны какой-то там одежду, джинсы. А что одевали? Он, видишь, говорит, лампочка светится. Вижу. Подходим, а там гора белой одежды. Прямо в упаковках. Вот это белая одежда, которая сейчас нам выдают на станции. Пришел, смотришь на бумажке свой рост, размер, раз тут упаковок взял, оделся, пришел. Идите, ЦЦР находится 5-6 корпус и Ленинская комната. Весь дневной персонал, он тоже был тут же. Спать нельзя было в пионерском лагере. Вот это еще тяжело было. А уже в это время начал сказываться и те дозы. То есть начал гореть лицо, появляться тошнота, рвота и все прочее. Все эти признаки. Какая-то профилактика вам хоть проводилась? Йод ели. Больше ничего. Это даже не смешно. Правда. Привезли потом из Иванкова парикмахершу. Она начала всех стричь, потому что у всех волосы грязные были. И все грязное. Причем стригла. Так кусками. Как это? Не прически делала, а быстрее, чтобы обработать большее количество персонала. А не под машинку, ножницами? Ножницы. Там доводилось нам посуду мыть, потому что некому было, и люди все, никто не, и замы начальника, и начальники, то есть мастера, люди все, никто не смотрел на это, что я это не буду делать. Команда после работы звучит, значит, такие-то, группа грузчиков прибыть на КП туда-туда. Такая-то работа была поставлена. То есть у нас бы еще помимо мы не то что там ждали отъезда, то есть мы работали, потом через некоторое время мы уезжали. Турбинный цех номер 8 располагался в корпусе группы пионерской номер 8. Я помню это даже по сей день. Двухэтажный небольшой корпус, очень аккуратненький. И мы жили на этих панцирных кроватях, по много человек, жара стояла неимоверная просто. Жили, приходилось так, со смены приезжаешь, что поужинал, немножко на свежем воздухе и падал и до 6 часов
и опять вставать и завтрак, и на работу. Нужно учесть, что каждый день на территории лагеря прибывали все новые и новые ликвидаторы. Специалисты министерств и ведомств, военные и вызванные из эвакуации работники Чернобыльской АЭС. В мае на территории лагеря в корпусах и палатках проживало уже 3000 человек. Жили в пионерских лагерях, в обыкновенных, так сказать, палатках. Вот. И когда мы первые сопроводники начали организовать помыв людей, до этого мылись просто минеральной водой. То есть на каждого человека уходило по 4, по 5 бутылок, для того, чтобы, так сказать, сполоснуться хотя бы. Потом мы начали, через неделю уже запустили санпропускники, примитивно сначала, потом начали уже пускать и станционную для помыва людей. Приезжали, ну, тут первое душ, переодевались. Переодеваться тогда, да, такие белые основные комплекты СИС, как мы сейчас называем на станции, в чем сейчас ходим, они в стопках лежали просто, потому что со станции приехал уже насквозь мокрый. Идешь в душ, одеваешь новый, абсолютно новый комплект, в нем ходишь, утром в нем едешь на работу, идешь в душ, вышел с блока, одеваешь опять новое, и так постоянно, то есть по 4-5 раз в сутки переодевались. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций развернули в пионерском лагере лабораторию дозиметрии. Здесь на месте готовили сотни дозиметров для персонала Чернобыльской АЭС. Вместе со специалистами Центра по метрологии с Белой Церкви проводили аттестацию измерительных приборов. Именно благодаря этому заработал индивидуальный дозиметрический контроль персонала. Нельзя сказать, что было что-то особо страшное. Во всяком случае, мы, хотя уже на смене была уже карта радиационной обстановки, уровни были, конечно, зашкал. После горячки первых дней стал актуальный вопрос о причине аварии. Ответы можно было найти в первичной информации, которой в апреле 1986 года было более чем достаточно. Можно сказать, что функцию черного ящика на реакторах типа РБМК-1000 частично выполняет программа ДРЭК – диагностическая регистрация на штатной информационно-вычислительной системе «Скала». По инструкции при чрезвычайной ситуации, покидая свое рабочее место, старший дежурный инженер цеха ТАИ был обязан забрать записи, что и было сделано 26 апреля. Программа ДРЭК занимается сбором информации с многочисленных датчиков, которыми оснащен реактор. Эта информация накапливается в буфере памяти и сбрасывается на магнитную ленту. Вся важная информация о аварии 26 апреля сохранилась в виде 2 бобин магнитной пленки. Одна бобина содержала записи диагностики и регистрации параметров в предварительный период и в процесс аварии, а вторая – последние расчетные программы, расшифровка которых позволила достаточно объективно восстановить картину возникновения и развития аварии. Первую расшифровку записи проводили непосредственно в лагере «Сказочный». Она была распечатана на скале первого блока Чернобыльской АЭС. Чуть позже, в мае, полные расчеты программы воспроизвели на скале Смоленской АЭС. Программа диагностики и регистрации записывала 2 вида информации – текущие значения параметров процесса, протекающие в энергоблоке, и дискретные сигналы – аварийные или управляющие, сопровождающие или инициирующие работу оборудования. Кроме ДРЭК, дискретные сигналы регистрировались на телетайпе, но эта информация для расследования была менее информативной. Отдельно была представлена осциллограмма параметров выбега, сделанная с помощью шлейфового осциллографа с очень высоким разрешением по времени. Это позволило использовать ее не только для регистрации параметров выбега, но и синхронизировать точно между собой основные события аварии. Итак, первичной информации было достаточно. Однако независимая группа экспертов техническое расследование аварии не проводила. Вся информация была передана Институту атомной энергии имени Курчатова, НИКИЭТу и в НИИ АЭС. После суда все данные аварии были засекречены. Когда в 1990 году с исходных данных сняли гриф секретности, расследование уже давным-давно было закончено, а первичные данные были просто утеряны. Документально сохранилось лишь то, что было переписано в личные архивы экспертов или предоставлено в официальных отчетах. Что еще хотел сказать насчет 30 числа, что поразило. То есть мы когда приехали на смену, то есть прапорщиков не было, то есть проход был свободный. Когда мы уходили уже в 12 часов, уже здесь вот в фойе БК-1 сидели химвойска
ждали автобуса, то есть с ними немножко переговорили, то есть они, по-моему, откуда-то были, то ли из Рязани, то ли из Казани. Были химические войска, то есть их перебросили сюда по тревоге. Но опять же, допустим, мы им задавали вопрос, какой у вас приказ, то есть исходя из каких доз вы будете работать. Ответ был один, как прикажут. Ну, то есть мы знаем, что дальше с этими парнями случилось. Совершенно неподготовленные, когда... В район Чернобыля ежечасно прибывают кадровые военные и резервисты войск химзащиты и инженерных войск. Вновь прибывшие части ведут масштабные работы по составлению карт радиационного заражения промплощадки ЧС, дорог и прилегающих территорий, чтобы составить общую картину зараженных территорий. Из резервистов химвойск формируются отряды дезактивации первого и второго блока. Это были не молодые солдаты, потому что не приходилось, по крайней мере, мне не приходилось с ними, с молодыми солдатами работать. Это были достаточно зрелые мужчины. Приходило в смену по 3 команды, где-то нам каждому приходилось заводить от человек по 150. Перед тем, как заводить, мы сами, безусловно, проводили инструктажи, элементарные инструктажи, как себя вести в зоне ионизирующего излучения, как пользоваться средствами индивидуальной защиты. Особое внимание обращали на защиту органов дыхания. Мы учили, как правильно этот лепесток вскрыть, как правильно его привести в надлежащее состояние, как правильно его завязать. Рассказывали, что прикасаться к руками, к поверхностям ни в коем случае нельзя, тем более, если еще влажными руками, а перчатками и подавно. То есть инструктаж проводился хоть и краткий, но подробный в части поведения, потому что эти люди, не имели они надлежащей подготовки в области такой, потому что это работа очень и очень даже специфическая. Уже к концу дня, после уточненного доклада дозразведки химвойск, стало ясно, что в связи с постоянно ухудшающейся радиационной обстановкой необходимо эвакуировать 10-километровую зону. За один день эвакуировали 15 сел – Лилев, Копачи, Чистогаловку, Кокшаровку, Зимовище, Кривую Гору, Кашовку, Машево, Парышев, Староселье, Красное, Новошипеличи, Усов, Беневку и Старошипеличи. Из этих сел было вывезено около 10 тысяч человек. 2 мая нам уже поступила об эвакуации информация, да. То есть надо было, опять же, то, что людьми занимались, там, сельский совет, райисполком же, наверное, все. А мы, опять же, должны были эвакуировать, потому что это, город, документы в карман и уехал, да? А тут ты же не оставишь, допустим, опять же, все хозяйство у тебя, у меня и колхозные. Я до последнего, я не верила во все это, то есть не представляла, насколько это, когда мы уже в Беневке закончили с погрузкой, и я повернулась на дорогу, которая идет от Новых Шипелич до 100 километров, и посмотрела, что в одну сторону стоят автобусы Лиазы, колонны, а в обратном пути стоят уже груженные грузовики. Вот тогда у меня уже оборвалось, я поняла, что это все. Что действительно куда-то, представления ни о чем никакого не было. То есть куда-то надо деваться.